Слышали ли вы что-нибудь про заговор в финансовом мире? Многие считают, что изначально в торговых терминалах заложены алгоритмические ловушки, которые позволяют крупным игрокам забирать всю прибыль с рынка. И в сегодняшнем выпуске я хочу доказать вам, что мы можем забирать прибыль даже в таких мрачных условиях. Разберем на примере, как действуют крупные игроки и в чем их преимущество, а также как нам, мелким рыбешкам, плавать в этом огромном океане. Окей, ребят, давайте сначала разберемся с нашим индикатором. Я сегодня буду использовать канал Денчана с периодом 23. В его внешнем виде я убрал заливку, на мой вкус она лишняя. Вы можете выбирать любой визуал, неважно, главное настройки 23. Также отмечаю, что сегодня мы торгуем на 5-минутном таймфрейме. Этот таймфрейм снимет нас большую часть проблем, речь о которых пойдет в видео. Торговля по каналу Денчан очень проста. Мы просто фиксируем отскоки от верхних и нижних границ. Видя такие моменты на графике, готовимся открывать сделки в противоположную сторону. Таких сигналов будет на графике много. Цена у нас всегда внутри канала. И раз она дошла до границы, разворот практически неминуем. Рабочие примеры вы видите прямо сейчас. Еще у Денчана есть средняя линия, ее мы также используем для торговли. Работа с ней еще проще. Пробой означает сигнал. Вот здесь актив у нас все-таки выбился на повышение через пробой центра. А тут, напротив, выход вниз повлек за собой снижение актива до противоположной границы. Обратный пример здесь. Выход вверх после пробоя середины. В общем, также мы можем торговать отскоки и развороты от центральной линии. Она такая же граница, но чуть слабее с точки зрения сигнала. Здесь разобрались. Давайте сразу же перейдем к практической части. Хотя волатильность евро к иене сейчас скромная, такая торговля в канале по Денчану скорее плюс, чем минус. Мы ее будем использовать. Сейчас мы на середине 5-минутной свечи. Я уверен, что упадем еще ниже. Нас ждет подробная торговая сессия, а во время экспирации сделок я расскажу вам о всех ловушках высокочастотных ботов, которые используют крупные игроки. Я в рынке, уточним для нас текущий расклад. Думаю, вы уже и так все видите. Все внимание к центру. Есть крайне яркий отскок от него вниз, что уже говорит о наличии продавцов на рынке. Такие развороты прямо указывают на перехват инициативы со стороны продавцов, что мы наблюдаем прямо сейчас. Идем к нижней границе, и возможно от нее уже будет отскок, но нам сейчас это не важно. Особенность торговли по Денчану — его своевременность и вариативность. Можно открывать сделки в обе стороны, чередуя их друг с другом, и быть всегда в плюсе. Он очень точен для краткосрочной торговли, так что обязательно пользуйтесь им всегда. Кстати, вот уровень, к которому, скорее всего, цена придет. И здесь я бы уже трижды подумал перед тем, как входить в рынок. Так, тут у нас все идеально. Цена опускается туда, куда нам нужно. Прямо сейчас фиксируем первую плюсовую сделку, меняем график и продолжаем. Сегодня мы обсудим с вами торговых ботов, которые действительно мешают зарабатывать нам крупные деньги. Но винить их во всех грехах скорее будет оправданием, нежели правдой. Я считаю, что любой из вас может стать профессионалом на рынке и зарабатывать свое, если действительно этого хочет. Специально для таких ребят я не только публикую свои видео на YouTube, я также веду телеграм-канал. Ссылки на него оставлены в описании к этому видео. Там вы найдете абсолютно все, что требуется новичкам и профи. Рабочие лайфхаки, советы по торговле и разборы торговых стратегий. Помимо теории, моим ребятам доступна еще и практика. Каждый день я провожу торговые сессии, в которых вы можете принять участие в онлайн режиме. Копируйте мои сигналы и разбирайте их вместе со мной. Там будут мои контакты для связи, сможете написать и узнать всю необходимую информацию по вступлению в мои клубы. Жду вас в своем телеграм-канале, а мы продолжаем. Так, здесь я сразу врываюсь в лонг. На графике канадский доллар к японской иене есть один нюанс, который нужно разобрать. После отскока от верхней границы цена не упала, она сформировала молот, что является бычьим сигналом. Также ранее был отскок от центра с таким же молотом, поэтому здесь все-таки рост в рамках вот этого небольшого восходящего тренда. С графиком все окей, разобрались. Давайте теперь начнем разбор кейсов высокотехнологичного обмана на рынке. Есть такая ниша, как NFT. Это высокочастотный трейдинг, другими словами, метод торговли финансовыми инструментами, при котором сделки совершаются с очень высокой скоростью. Зачастую это происходит
вообще просто вот в доли секунды. Конечно же, человек не может реагировать и открывать в таком режиме сделки, поэтому для этого используют роботов, какие-то некие торговые алгоритмы. Как вы считаете, можно их применять против обычных людей? Конечно, друзья, об этом и речь пойдет в сегодняшнем видео. Сделка тем временем закрывается в плюс, я буду планировать на этом графике еще один вход в лонг. Ничего не изменилось, ситуация остается прежней. Это не единственное средство заговора, кстати. Маркетмейкер использует скорость передачи данных, вычислительную мощность, физическую близость к серверам биржи, для того, чтобы получить вот это вот несправедливое преимущество над остальными трейдерами. Другими словами, они видят больше, они понимают лучше, они реагируют быстрее. То есть как шахматная партия, если бы у противника всегда был первый ход, причем он сразу может шагнуть 5 раз образно. Еще одна сделка в лонг на небольшом откате. Продолжаю ждать рост котировки. Давайте разберем сейчас тройку самых известных схем. Первая из них фронт-раннинг. Это опережающая торговля. Автоматический приватный алгоритм видит большую заявку крупного игрока, которая неизбежно сдвинет цену в одном или другом направлении, и он молниеносно покупает актив или продает сам, а затем его отдает тому трейдеру уже с более высокой ценой. Буквально за долю секунды обогащая тем самым владельца этого алгоритма. Иными словами, такими темами грешат сами брокеры, но часто занимаются и банки. В любом случае, суть сводится к паразитивно оказывающим влиянием на других людей, на другие заявки, на нас. Есть споры по поводу этичности этой схемы, но она существует до сих пор. Обеспечивают ее боты, умеющие сканировать книгу ордеров. Вот и все. Сделка у нас закрывается в плюс. Не вижу причин уходить с этого актива. Продолжим торговать дальше. У нас тут есть, кстати, ключевой уровень. Можно выделить его горизонтальной линией, чтобы точно знать, куда в итоге идет цена. Я думаю, что вот к этому уровню. Вся наша цель подсвечена. Точно знаем, что хотим от этой жизни. Погнали дальше. Обсудим еще одну схему. Арбитраж задержек. Это использование разницы в скорости обновления котировок на разных биржах или торговых площадках. Понимаете, да, о чем речь? То есть робот успевает купить актив на одной бирже по старой цене и продать его по другой цене на новой бирже, пока остальные только получают какие-то актуальные данные. В итоге владельцы ботов входят быстрее, забирают гарантированную прибыль, снимая часть сливок в ущерб простым торговцам. Неэтично, да? Но используется повсеместно. Думайте сами. Все, что мы зарабатываем на бирже, это убытки других участников. Таким образом, арбитраж задержек — это просто пылесос, забирающий чужой потенциальный доход. Так что эти боты — это не безобидная штука, а прямая угроза вашим личным результатам. Их используют так называемые NFT-компании, которые специализируются на алготрейдинге. Друзья, одна сделка у нас закрывается в минус. Я сейчас же ее перекрою иксом, чтобы нивелировать прошлый убыток. Я уверен, что цена вырастет, поэтому ждем. Вот еще один кейс. 10 лет назад был скандал. Крупные NFT-компании арендовали серверные стойки прямо в дата-центрах американских бирж. Те, кто находился на 30 метрах дальше, да, теряли сотые доли секунды, а это стоило миллионов. Просто представьте, что кто-то получает данные немного быстрее вас. И у вас есть софт для моментального реагирования на это преимущество. Сейчас засилье ботов — это уже как бы данность. Нам просто некуда от них деться. Поэтому приходится учитывать все это в торговле. И один из способов борьбы я использую прямо сейчас. Это перекрытие. Зная, что предыдущая сделка могла бы закрыться в плюс, я просто повторяю ее, увеличив сумму своей инвестиции. И вот минус оказывается плюсом. Своекровный заработал обратно и могу продолжать торговать по старой схеме, снизив обратно риски. 300 баксов, и теперь внимательно посмотрим на актив. Цена продолжает расти. Странно, что при этом я не получил прибыль на позапрошлой сделке. Вот вам и наглядный пример бота, который забрал мои деньги. В любом случае я открываю снова позицию. Мы все еще далеки от уровня выше, а значит можно вполне себе ждать рост.
Вообще все эти NFT-компании настроены очень серьезно. В прошлом они строили собственный оптоволокной, в общем, кабель от Чикаго до Нью-Йорка, а это более 1000 километров, чтобы просто сократить для себя задержку на 3 миллисекунды, ребят. Поверьте, это окупилось только за наш счет. Еще есть один уже совсем грязный прием, это замусоривание стакана. Суть сводится к массированной отправке 1000 ложных ордеров и их моментальное снятие. Это создает искусственный шум, кратковременную неразбериху в стакане котировок, что позволяет NFT-алгоритмам обыграть более медленных трейдеров. То есть они сначала их открывают, ордера, и тут же их сразу снимают. Из-за этого появляется объем, как бы, но он фейковый. В общем, в мире торговли очень много неприятных теневых схем. Теперь вы, по крайней мере, знаете о них и знаете, как они работают. Шикарно. Мы снова в плюсе. Пожалуй, не буду больше открываться здесь. Сменю график, покажу вам что-нибудь еще более интересное. А вот у нас подходящий случай. Входим в шорт на классическом сигнале от Данчана. У нас здесь есть отскок от верхней границы, актив посыпался, и мы ловим движение прямо в полете при пробое этой хрупкой линии поддержки. Цена точно коснется средней линии, возможно, уйдет ниже, поэтому мы заберем свою прибыль. Я все это время немного не гадал, рассказывал вам про ужасы NFT-компаний, но здесь стоит сделать важное уточнение. Их пагубное воздействие особенно негативно в адрес обычных классических трейдеров. Тех самых ребят, что открывают сделки со стоп-лоссами, с тейк-профитами. Для тех, кому важен диапазон, в общем, движения цены. Классические трейдеры, размещающие свои ордеры в стакане, это и есть их главная мишень. Они их обводят за миллисекунды. Тем же, кто торгует на бинарных опционах, они угрожают косвенно. Просто из-за работы на тех же графиках. Потому что мы успешнее, мы быстрее них. У нас есть экспирация. Сделка, кстати, в плюсе. Сейчас я сменю актив, а затем более подробно расскажу вам, что можно сделать, чтобы свести угрозы вообще к минимуму. Погнали. А вот у нас график для финиша нашей сессии, друзья. Тут входим в лонг. Сейчас объясню вам все нюансы. У нас формируется отскок от границы канала снизу. Все эти неуверенные свечи остановились как раз на прошлом уровне разворота. Вот он, видите? Если это случилось ранее, думаю, мы увидим это в ближайшую минуту с вами на нашем графике. Давайте теперь разберем 3 инструмента, которые снижают негативное воздействие алгоритмов. Первый из них – это более высокий таймфрейм. NFT-боты торгуют на минимальных масштабах. Суть их работы – урвать по центру с каждого доллара. Им важно грабить нас в долях секунды. Подставьте хотя бы 5-минутный таймфрейм, торгуйте по его сигналам, и вы уже будете плавать чуть выше этого дна, где боты все-таки нас отбирают. В целом, это совет для всех. Чем выше масштаб графика, тем надежнее сигналы. Еще одна сделка, я ее перекрою. Вы помните, да, этот метод? В общем, боты могут обогнать вас на миллисекундах, но они не способны брать деньги с каждой вашей сделки. Если вы уверены, что сигнал надежен, то просто входите еще раз, немножко повысив ваш риск. Итоговая прибыль вернет убыток и даже докинет немного сверху. Единственный нюанс, тут не стоит заигрываться. Перекрываться можно лишь в тех случаях, когда вы на 100% уверены в правильности своего анализа. Так, друзья, если вы будете торговать так же, как я, то все будет прекрасно. Но еще раз говорю, не заигрывайтесь. В общем, чтобы свести шанс обнуления к минимуму, я рекомендую вам торговать не более чем на 5-10% от своего банка. Тогда вы потеряете незначительную часть вашего торгового счета. Что ж, эта сделка с филигранной точностью закрывается в плюс. Прекрасно. Давайте последнюю, наверное, сделочку мы здесь запустим и будем закругляться. График мне нравится. Давайте еще раз внимательно посмотрим, что мы здесь имеем. Ранее у нас был отскок. Ну да, это лонг. Изначально мы встали на том же уровне. Вот он отскок. Я жду здесь того же самого. Правильность этого решения мы узнаем через минуту.
И вот вам давайте крайний инструмент для тотальной перестраховки. Используйте длинную экспирацию в своей торговой сессии, скажем 5 минут. Когда у вас есть сигнал на тот же рост, и вы понимаете, что это займет время, можно сразу же войти в относительный долгосрок. В этот момент боты будут резать ордера в стакане, втискиваться и подсовывать свои сделки другим участникам, создавать неопределенность, шум. Но вы будете просто ждать. Ждать с увеличенной экспирацией. Суть в том, чтобы остаться в игре на опасном участке, место, где NFT-боты портят нормальную логику ценового движения. Да? Совсем небольшое увеличение времени экспирации полностью решает эту проблему. Супер, вот как сейчас. Сделка в плюс. Я думаю, что пора подвести итоги сегодняшней торговой сессии. Так, друзья, теперь вы знаете, что мир трейдинга еще более коварен, чем ожидалось. Но это, скорее всего, плюс для них, чем минус для нас. Лично я считаю, что можно забирать свой кусок пирога всегда. Главное делать это вовремя и с помощью нужных инструментов. Если понравилось видео, то, как всегда, с вас лайк, подписка на канал и комментарий. Я с вами прощаюсь, до встречи в новых видео. Всем пока.